Может, стоит на Плутоне построить завод по переработке, а не везти весь этот грунт с астероидов на Землю. Тесса? Пап, простите, мистер Эллиот, у нас, похоже, ЧП. Что случилось? Пропал транспортник с Копер-9. Они должны были вернуться еще 3 дня назад. Ни вестей, ни связи с ними нет. С Копер-9 пока тоже никто не отвечает. Сейчас я напишу мистеру Картеру. Пусть прояснит ситуацию. Бесполезно. Я ему уже 3-й день пишу, он не отвечает. Так. И что ты предлагаешь? Может, там что-то со связью? Нужно туда лететь и попробовать оттуда хотя бы по радио связаться. Ну, ты же сама знаешь, у нас сейчас все люди заняты. Ну, могу я слетать. Тебе что, заняться больше нечем? Ну, слетай, если хочешь. Только давай там без героизма и докладывай мне лично все о каждом твоем шаге. Хорошо, мистер Эллиот. Борт 101 к взлету готов. Разрешите взлет. Взлет разрешаю. С Богом, мисс Тесса, и аккуратнее там на Копер-9. Постараюсь. Выйди отсюда! Не видишь, я больной психованный подросток! Узи, ну ты же знаешь, что мы тебя все равно в беде не оставим. Уйди отсюда! Выкуси! Как она там? В депрессии, но не зомбирована. Знаете, это похоже на какой-то компьютерный вирус. Только у Узи он почему-то глючит. Возможно, потому, что ее тогда долбануло молнией, и у нее часть транзисторов в голове выбила. Нам нужно Дэна вернуть. Запись номер 1. Вышла из гиперпространства и направляюсь на орбиту Копер-9. Запись номер 2. Каналы связи исправны, навигация работает, автоматика дает добро на посадку. Но ни на сообщения, ни на голосовые вызовы никто не отвечает. Связи с нашим транспортником тоже нет. Я не понимаю, где остальные члены экипажа? Он говорит, их было 5. И где еще один ваш солдат? Вас же 4 было! Идиоты! Босс, с Земли прибыл мелкий пассажирский корабль и крутится у нас на орбите. Узи куда-то сбежала. Я не знаю, что она задумала, но ее сейчас нельзя оставлять одну. Узятка учится летать. Мои теплицы! Да, она либо дров наломает, либо себе шею сломает. За ней!
умеем приземляться! Спокойно! Ты можешь плавно спикировать вниз, а затем взять резко вверх. Зависнуть в воздухе и начать плавно спускаться. Узи, ты как? Не спрашивай! Куда это она? Там у нее вроде компьютер был. Так, посмотрим, что тут у нас у Копер 9 нового. Ви, помните, там были проходы в другие теплицы? Проверьте, что там не завалило выходы. У тебя отсюда есть доступ к радару и межзвездной связи? Сейчас, я это и смотрю. Да, пароль от радара не поменяли. Ага! Зато пароль системы видеонаблюдения на главной базе никто не менял. Смотри, там все воздушные шлюзы открыты, а людей вообще не видно. Похоже, людей там вообще больше нет. Если они, конечно, не научились дышать свежим, смертельно ядовитым воздухом. Проходы открыты. Запись номер 5. Торчу на орбите уже 6-й час. Никто ни на один запрос не отвечает. Пробую перейти на каналы связи рации и прочих гарнитур связи. Может, хоть с кем-то свяжусь. Может, хоть кто-то прояснит обстановку. Слушаю. Джей? Тесса? Джей, я в шоке. Ты где? Ты как? Я вас уже год ищу. Да, босс, мы тоже соскучились. Джей, а что вообще происходит? Почему никто на вызовы не отвечает? Босс, мы сами сюда только что прилетели. И пока тоже ничего не понимаем. Похоже, людей на Копер 9 больше нет, а все дроны превратились в каких-то монстров. В каких еще монстров? Непонятно. Они очень агрессивны, обладают телекинезом и умеют отращивать себе дополнительные биологические конечности, причем нереально длинные и очень сильные. Ужас какой. А вы где сейчас? У главной базы под теплицами. Кстати, это вы мои теплицы разрушили? Спокойно, Узи, тут нет следов вандализма. Теплицы просто запустили и сами рухнули под тяжестью снега. А это кто там у тебя? Узи, вы вроде знакомы. Тут со мной еще и Ви. Босс, а ты-то сама где сейчас? Я на орбите Копер 9, в своем корабле. Слушай, у нас тут транспортник пропал. Вам что-нибудь об этом известно? Известно. У тебя есть модуль межзвездной связи? Конечно, есть. Ну тогда передай на Землю, что ваш Макс Пейсер с неким мистером Соболевым на спасательной шлюпке с вашего пропавшего транспортника застряли на орбите Копер 8. У них нет модуля межзвездной связи, поэтому они просили передать на Землю, чтобы их оттуда эвакуировали. Они там вовсю рассылают на радиочастотах сигнал бедствия, так что их там несложно найти. Копер 8? Как они там очутились? Драпанули от монстров с Копер 9 так, что аж до Копер 8 долетели. Поняла тебя. Я срочно передам это на Землю. И спасибо за информацию о происходящем на Копер 9. Я об этом тоже доложу. Слушайте, сейчас связь прервется. Давайте через 2 часа снова свяжемся. Хорошо, босс. Босс, в небе замечены полеты какого-то совсем мелкого летательного аппарата. Он приземлился в районе разрушенных теплиц. Беспилотник? Не знаю, босс. Пошлите туда отряд, пусть посмотрят. Да, и отправьте туда нашего новоиспеченного подопытного. Проверим его лояльность.
А то уж больно велика у него воля к сопротивлению. Так, народ, смотрите, какой документ лежит в открытом доступе в их военной сети. 11 предвестников Фатуи. Это что? Имеет пометку «Важное», обязательно к распространению. Кто такая Фатуя? Я понятия не имею. А что там? Пьера, Капитана, Дотере, Коломбина, Орликина, Пульчинелла, Скрамуча, Сандрона, Синьора, Панталоне, Тарталья. Кто эти люди? Быстро текаем. Узи? Папа? Папа! Ты как нас нашел? Да, увидел сначала, как прилетел странный корабль, а потом увидел следы возле теплиц. И подумал, что кроме тебя в теплице среди ночи никто палить не мог. Это Н, В и Джей. А это мой батек, Хан Дверченко. А что вы тут делаете? Что тут у вас происходит? Это я тебя хочу спросить. Что тут к чертям происходит? Откуда все эти монстры? Мы ж только прилетели. Сами ничего не знаем. Да я тоже понятия не имею. Я сам только приехал. 6 дней сюда на ховере добирался. Смотрю, тут какие-то монстры ходят. А вот теперь точно текаем. Граната! Дэн? Уходим отсюда! Отличная гидравлика! Я думала, эти двери вообще не работают. Они не могут не работать, ведь их сюда ставил я. Это Дэн Нортон? Он сам. А это у тебя что? Я не знаю. Ты знаешь, подобная штука была у твоей мамы. Чё? Давно, когда ты была еще маленькой, Нори заразилась каким-то вирусом. Он вызывал помутнение сознания, но главное, что у нее при этом в руке тоже появлялся какой-то светящийся символ, которым она могла перемещать предметы, ну или крушить все кругом. Ее за это даже хотели пустить под пресс, но я тогда уговорил мистера Милсона, что телекинез не такая уж и бесполезная функция, если ее изучить. Ну, в общем, прислали к нам каких-то людей с Земли, те что-то поколдовали с ее программным кодом и сделали какой-то патч, ну или как они его называли, фикс. Однако оказалось, что этот код нельзя просто вычистить из системы, но обойти можно. Та лаборатория, которую мы сейчас строим, это и должна была быть лаборатория по изучению этого явления. То есть, там у вас в лаборатории есть какой-то антивирус? Его можно как-то к нам прислать? Нужно спросить у Нори, но мне кажется, он там на каких-то флешках. Я даже не знаю, можно ли его оттуда как-то скопировать. 3072 год, а мы флешками пользуемся. А далеко от лаборатории? Нам бы эти флешки. Далеко, на той стороне планеты. Что это Дэн там притих? Слушайте, мне показалось, что я могу его чувствовать. Его там сейчас нет. Зато он есть там. Черт, он же знает про проходы между теплицами. Ну тогда уходим обратно в ту теплицу и закрываем за собой дверь. Очень правильное решение. Эх, такую дверь повредил, варвар. Куда мы идем? Идемте в бункер, там безопасно.
Какой еще бункер? М? Ладно, садитесь в кузов ховера, я отвезу вас туда. Это и быстро, и следов не остается. The ice sets in, I'll need you. If only when we met, I knew you. And then our time concludes, and far beyond the stars we flew.